Мифы и символы народов мира есть хранилище древнейшей мудрости. Когда они будут правильно истолкованы, они расскажут нам правду о нашем происхождении и нашу действительную историю. Ибо большинство сказок, мифов и символов содержат историю и реальные события, зашифрованные в них. Сведения о гибели планеты, которые будут изложены, не являются выдумкой или гипотезой. Знания об этих событиях содержатся в некоторых преданиях и высоких учениях. Несмотря на искажения, покрывающие любую память древности, легенды и мифы по-прежнему скрывают зерно истины, знание о существовании другой родины человечества. На Востоке и в Азии миф пахтания Молочного океана знают многие. Это скульптура внушительного размера, отделанная драгоценными камнями и позолотой, выставлена в международном аэропорту Бангкока, столице Таиланда. Множество людей ежедневно видят древний миф о великом событии в Солнечной системе и читают такой комментарий к ней. Девы и асуры под предводительством Вишну пахтали Молочный океан 1000 лет, чтобы добыть Амриту, эликсир бессмертия. Кто такие девы? Кто асуры и Вишну? Что значит пахтать Молочный океан и притом 1000 лет? Ну и, наконец, Амрита. Что это за эликсир бессмертия, который в том или ином виде присутствует во многих сказках всех народов? А сейчас для сравнения рассмотрим изображение этого же мифа о пахтании, но теперь уже в Камбодже, в знаменитом Ангкор-Ват. Ангкор-Ват – это древний комплекс храмовых сооружений. Пахтание Молочного океана находится в одной из галерей Центральной пирамиды. Изображение этого мифа в виде настенного барельефа имеет длину более 50 метров. Вы видите сейчас этот грандиозный сюжет. Он впечатляет и красотой, и размерами. От него веет мощной силой, будто фигуры живые. Пахтание – это ведь вращение, взбивание – это получение масла из молока. Они взбивают мировой океан вращательным движением. А в качестве опоры выступает центральная фигура – бог Вишну, и стоит он также на черепахе. Но очевидно, что персонажей здесь гораздо больше, чем в тайском аэропорту. Девы и асуры скомпонованы в группы, и общее количество всех фигур – 180. Их разделяют могучие великаны с головами в 1, 2 и 3 этажа. Весь барельеф явно состоит из нескольких уровней. Посмотрите. Под основным рядом фигур изображен ряд земноводных и рептилий. Рыбы, крокодилы и ящеры с длинными хвостами. В этом же ряду плывет и черепаха, опора центрального бога Вишну. Самый нижний объект – еще один змей, который тянется через всю фигуру пахтания и выходит на поверхность в конце барельефа. Здесь мы видим уже 2 змея, нижний о 3 головах, а тот, которого тянут, уже 5-головый. Зачем было древним зодчим делать такую трудоемкую работу? Чтобы изобразить просто сказку? Явно в них есть скрытый и очень весомый смысл, как и в самих пирамидах Анкора. И здесь, в Камбодже, миллионы туристов слышат ту же сказку про девов, асуров и Амриту. Пришло время расширить знанием о происхождении земного человечества. И поможет нам в этом древняя наука симвология.
Симвология учит расшифровке скрытого смысла, который спрятан в образах мифов, легенд и сказок. Произведем поиск единого скрытого шифра в 3 мифах разных народов. В индийском пахтании Молочного океана, в русской сказке «Царевна-лягушка» и те же ключи в греческой сказке «Персей и Андромеда». Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Ну а раз урок, значит пришло время учиться новым вещам. Добро, Иван-царевич. Познакомимся поближе с основными образами мифа. Вот мы видим воды знаменитого Молочного океана. Расшифруем одно из значений этого символа. Молочный океан – это сектор галактики Млечный Путь, в который входит наша Солнечная система. В русских сказках это молочные реки, кисельные берега. И оказывается, многие герои сказок – это управители планет нашей Солнечной системы, так называемые планетарные управители. Каждая планета, Солнце и звезда имеют своего планетарного управителя, как в каждом существе есть дух, управляющий его телом. Так видит планеты наше физическое зрение через телескопы. А так изображали планеты древние греки-мудрецы, развившие тонкое сенсорное видение. Схожие изображения есть практически у всех народов. Масштабное рассмотрение эволюции Земли и человека возможно лишь с пониманием такого явления, как планетарные правители. Планеты отличаются от метеоритов как раз по признаку наличия планетарного управителя. Этот миф о пахтании – это вуаль, а истина под этой вуалью, если очень кратко, звучит так. В Солнечной системе в доземные времена шла продолжительная космическая битва. Воевали девы и асуры под водительством некоторых планетарных управителей. В результате этого произошла катастрофа, так называемый переворот небес. Погасло Солнце, планеты прекратили свое вращательное движение по орбитам. Реальный конец света наступил. Была разрушена одна из планет Солнечной системы, прародина нашего человечества. Остатки этого разрушения, пояс астероидов, находится сейчас между Марсом и Юпитером. Современная астрономия признает, что на месте множества осколков астероидов была планета. Астрономы вычислили, что расстояния между орбитами планет подчиняются определенному закону. Согласно этим выводам, между Марсом и Юпитером должна была находиться еще одна планета. Обнаружить ее так и не удалось, зато на ее месте астрономы открыли пояс астероидов. Самый крупный из астероидов достигает почти 1000 километров в поперечнике. Астероиды состоят из углерода, кремния и металлов. Орбиты астероидов причудливы, на них влияют притяжение планет и Солнца. Этот символ красавицы, потерянной и вновь возвращенной через испытания, поиск и труд, имеется у всех народов. В земных мифах эта разрушенная планета имеет разные образы и имена. Фаэтон, Василиса Прекрасная, Андромеда, Персефона, Гестия, Авель и многие другие. Девы и асуры, тонкоматериальные жители Солнечной системы, заключали мир и заново воссоздавали нашу Солнечную систему. Эта грандиозная работа и названа в мифе пахтанием, при котором родилась новая расстановка планет, восход нового Солнца и новая планета Земля взамен разрушенной планеты.
Это и серьезная космическая драма, и уникальный шанс ускорения эволюции одновременно. Как происходило создание Земли и переселение людей на новую Землю – наши следующие фильмы. И наши расширенные семинары на тему космогенезис, история Солнечной системы и планеты Земля. Продолжение следует. Полная версия этого фильма демонстрируется на наших семинарах и выложится в недалеком будущем на канале.